Всем привет! Добро пожаловать обратно на официальный канал THB. 27 января 2026 года стал днем, который мировая индустрия развлечений уже никогда не забудет. Без тизера, без промо-графика и без пресс-конференции имена Тэхёна и Чонгука из BTS внезапно взорвали американские тренды, оказавшись в одном ряду с горячими политическими темами и главными новостями Голливуда. Мир словно замер на мгновение и задал один и тот же вопрос: что только что произошло? Это был необычный тренд, это был редчайший момент, первый в своем роде для участников BTS. Два кей-поп-айдола смогли прорваться в американский алгоритм не благодаря камбэку, не из-за концерта и не вследствие маркетинговой кампании. Они стали вирусными исключительно из-за прямого признания со стороны западной знаменитости. Именно это и сделало ситуацию настолько абсурдной и поразительной. Именем, запустившим эту глобальную цепную реакцию, стал Чейз Хадсон, более известный как Лил Хади, икона поколения Gen Z в США и фигура с огромным влиянием в западной музыке, моде и поп-культуре. Когда он публично упомянул Тэхёна и Чонгука, реакция американской публики вспыхнула словно взрыв замедленного действия. СМИ оказались в полном замешательстве. Обычно подобные тренды возникают после масштабных запусков проектов или рекламных кампаний. Но в этот раз не было никакой официальной повестки BTS, никакого продвижения от хайба, ничего. Лишь одно искреннее упоминание со стороны западной знаменитости, и этого оказалось достаточно, чтобы потрясти весь мир. В течение нескольких часов имена Тэхёна и Чонгука стремительно взлетели в трендах, обогнав новости о блокбастерах, голливудских скандалах и даже политические дискуссии, которые обычно доминируют в американских новостных лентах. Медиа-аналитики назвали это одним из самых мощных органических феноменов последних лет. Еще более удивительной стала цепная реакция, последовавшая за этим. Социальные сети заполнили не только фанаты, но и международные актеры, музыканты, продюсеры и бренды. Имена Тэхёна и Чонгука перестали восприниматься лишь в контексте кей-поп. Они превратились в глобальные культурные темы. Многие, наконец, осознали – это не мимолетная популярность, это доказательство того, что влияние BTS, особенно Тэхёна и Чонгука, давно вышло за рамки индустрии и языковых барьеров. Они больше не воспринимаются как иностранные артисты, они стали полноценными и актуальными иконами мировой индустрии развлечений. К концу января 2026 года начали появляться утечки от источников внутри индустрии. Сообщалось, что предложения о новых проектах поступают одно за другим. Кросс-жанровые музыкальные коллаборации, эксклюзивные модные проекты и первые обсуждения с западной кино- и развлекательной индустрией. Примечательно, что все это происходило без единого официального заявления со стороны Тэхёна или Чонгука. Они не гнались за вниманием, внимание гналось за ними. Подобное положение доступно лишь немногим мировым фигурам в современной истории развлечений. Корейские СМИ назвали этот момент мягкой силой без усилий, когда культурное влияние работает органично, без агрессивного коммерческого давления. Америка отреагировала, мир последовал за ней, и BTS вновь доказали свою исключительность. На фоне всеобщего ажиотажа всплыл еще один факт, усиливший эффект происходящего. Бренд Snow Peak Apparel, тесно ассоциированный с образом Тэхёна, официально занял первое место в категории Outdoor на премии Korea First Brand Awards 2026 года, особенно выделившись на китайском рынке. Это было не случайностью. Многие аналитики считают, что естественная связь между Тэхёном и Snow Peak, сформированная без навязчивой рекламы, создала мощный эффект доверия в Азии. Этот бренд продает не просто одежду, он продает стиль жизни и идентичность. Когда имя Тэхёна стало трендом в Америке, а Snow Peak занял лидирующие позиции в Азии, общественность наконец осознала одну важную вещь. Влияние BTS теперь распространяется по континентам одновременно. Запад и Восток отреагировали почти синхронно, крайне редкое явление. Чонгук оказался в центре внимания. Его все чаще называют артистом, наиболее готовым к глобальному рынку без жанровых ограничений. От поп-музыки и R&B до возможных западных коллабораций. Его имя теперь уверенно присутствует в поле зрения игроков мирового уровня. Самым безумным во всей этой истории остается тот факт, что все происходило вне официального камбэк-графика BTS. Не было нового альбома, не было анонса мирового тура, и все же их влияние ощущалось сильнее, чем когда-либо.
Некоторые американские издания даже начали называть это явление BTS 2.0, новой фазой, в которой отдельные участники BTS способны вызывать глобальные волны одним лишь своим присутствием и репутацией. Фанаты поняли, они стали свидетелями не просто вирусного момента, а исторического перелома, момента, когда Тэхён и Чонгук встали в один ряд с иконами мировой поп-культуры, не как гости, а как ключевые фигуры. Один пост, одно признание, один день, и глобальный информационный ландшафт изменился. Эта сила не могла быть сфальсифицирована, куплена или искусственно создана. Январь 2026 года навсегда останется в памяти как момент, когда миру вновь повторили: BTS — это не временный тренд, а Тэхён и Чонгук не просто айдолы, они символы поколения, культурные двигатели и магниты глобального внимания. И если все это происходило без официального продвижения, возникает главный вопрос: что случится, когда Тэхён и Чонгук решат пойти дальше? Мир, возможно, еще не готов, но история уже пишется. 27 января 2026 года был необычным днем. Без тизеров, без промо, без пресс-конференций. Имена Тэхёна и Чонгука из BTS внезапно взорвали американские тренды, оказавшись рядом с политическими скандалами и главными новостями Голливуда. Мир замер и задал один вопрос: что только что произошло? Это был не камбэк, не концерт, не маркетинговый ход. Все началось с одного искреннего упоминания. Имя — Лил Хади, икона Gen Z в Америке. Одна фраза, и американский алгоритм рухнул. За считанные часы Тэхён и Чонгук обошли блокбастеры, звездные скандалы и даже политические новости. Медиа назвали это самым мощным органическим феноменом последних лет. Но самое безумное — они молчали. Без заявлений, без попыток использовать хайп. Мир гнался за ними, не наоборот. В это же время в Азии бренд Snow Peak, тесно связанный с образом Тэхёна, занял первое место на Korea First Brand Awards 2026. Без громкой рекламы, без агрессивных кампаний, только доверие, только подлинность. Запад отреагировал, Восток ответил, почти одновременно. Чонгука начали называть самым готовым артистом для глобального рынка без жанровых границ. Поп, R&B, западные коллаборации. Все взгляды на него. И самое невероятное, все это произошло без камбэка BTS. Американские СМИ дали этому имя BTS Effect 2.0. Эра, в которой одного имени достаточно, чтобы всколыхнуть весь мир. Это был не просто вирусный момент, это был исторический перелом. Тэхён и Чонгук уже не просто айдолы, они символы поколения, культурная сила и центр глобального внимания. И если без продвижения эффект был таким, что произойдет, когда они решат пойти дальше? Мир может быть не готов, но история уже пишется.